Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня для вас, по вашим просьбам, я показываю, как изготовить буфы. Мы с вами подробно, поэтапно все разберем. Вот моя чудесная юбка. Правда, сегодня я немножко утеплилась. Такой на мне свитерок ручной работы. Было дело вечерами, когда мне захотелось что-то себе связать. И вот такая красота на круглых спицах у меня получилось. Хотя, если честно, за то время, пока ты вяжешь, можно сделать несколько костюмов. И эта идея в моем сознании всегда превалировала, поэтому я больше предпочитаю шить, чем вязать. Хотя иногда хочется подержать и спицы в руках. Ну, сегодня мы возвращаемся к буфам. Буфы бывают разные, я часто их использую в своих моделях. Вот, к примеру, другой вариант буф, который в костюме. Вот юбочка полностью из буф и декорация пояса, манжеты также сделаны с этим приемом. Но здесь буфы ручная работа, а эти буфы создавались на машинке. Если вам будет интересно, мы сможем разобрать в дальнейшем и этот костюмчик. Буфы и подобные драпировки – это то, что создается, не разрезая ткань. И подобные приемы оригами мне всегда были интересны. У меня много видео с этим материалом, и вы все мои драпировочки, все это можете посмотреть по ссылочке под моим первым комментарием. Также у меня есть моя авторская разработка, которую я назвала «Зефир». Это моя гордость, так как эта драпировка создана, не разрезая ткань. Я акцентирую ваше внимание, так как драпировка сложная, оригинальная, но ткань я при этом не разрезаю. Вы опять же можете посмотреть и поинтересоваться по ссылочке. Ну а сегодня мы разбираем подробно наши буфы на юбке. Я подготовила образцы поэтапно, как я создаю эту драпировку, и вы во всем разберетесь. Все наглядно, все понятно. Пожалуйста, сейчас на столе мы это все с вами увидим. Друзья, сейчас я для вас подготовила мастер-класс, как я создавала буфы для своей юбки, которую вы по ссылочке можете посмотреть и ознакомиться. Они создаются на ровной неразрезной ткани. Предварительно эта ткань должна быть четко расчерчена. Вот она расчерчена шагом 3,5 сантиметра, как по горизонтали, так и по вертикали. И через квадратик у нас закладываются наши буфы. Вот я показываю на участке ткани, мылом расчертила под линеечку четко с шагом 3,5 сантиметра. И через квадратик я еще дополнительно нарисовала вот такие крестики, очень похожи на игру крестики-нолики. Вот все регулярно, четко нужно наметить, потому что нам важно видеть уголочки и серединки пересечения, так как мы должны будем это все вручную следующим этапом собирать. Нам необходимо будет иголочкой и ниточкой соединить между собой вот эти 4 угла последовательно. Вот один уголочек соединяем в серединку, потом следующий, и так мы все это стягиваем по несколько стежков, чтобы эта наша конструкция не распалась. Вот я вам сейчас показываю, как у меня эти уголочки, вот уже после того, как я это все стянула. Вот 4 квадратика были стянуты в серединку, и вот здесь в серединке зафиксированы. На моей юбке вот здесь вот я не фиксировала в серединку, но удобнее, когда вот они, эти наши уголочки,
стягиваются четко вот в эту серединку. Для чего? Для того, чтобы потом следующий этап глажки нам было проще сделать. В общем-то, оно красиво и так смотрится, объемно, но еще более красиво оно будет смотреться вот уже когда наша эта красота заглажена. Для того, чтобы вы это все загладили, нужно начинать с краев. И последовательно с одной стороны, вот вы начинаете, аккуратненько разложили эту нашу складочку, и потом, вот придерживая, вы это все уплощаете. Вот вы пальчиком уплостили и утюжком загладили. Вот вы держите это все. Вот сложили между собой, поставили утюжок и аккуратненько все это придавили. Переходите к следующей складочке и вот последовательно одну за другой формируете утюгом ваши буфы. Далее сложно вот эти вот средние участочки заглаживать. Тут уже нужно использовать иголочку. Иголочкой вы аккуратненько также себе помогаете и утюжочек потихонечку не на всю плоскость, а вот именно уголками пробираетесь и выкладываете эти наши квадратики. Да, нужно повозиться, может быть, кто-то увидит и скажет: нет, это мне не по силам, но поверьте, мастерство приходит в процессе. Вот отработали на фрагментике, потренировались, и вам эти красивые цветы захочется сделать у себя на изделии. Можно, допустим, проложить по кофточке, по блузочке, вот вставочку, среднюю часть, там, допустим, из двух полос. Это тоже украсить на вашей блузе, или где-то манжетик так украсить. Но этот прием, он очень душевный и заслуживает вашего внимания. Вот вы видите, ручная работа кропотливая, но она очень красивая. Как сзади, так и спереди. Вы можете посмотреть, как оно на моей юбке или как оно красиво смотрится в платье. Мы сделали прекрасное красное платье новогоднее девушке, и она осталась очень довольна. Вот сейчас я вам покажу, как это просто. Мы чертим наши буфы по лицу. Вот мы в серединочку вставляем ниточку, и теперь за вершинку нашего квадратика вот таким образом мы стягиваем, вот видите, и еще раз закрепила, вот стянула. Ну, можно несколько раз вот таким образом. Далее следующую вершинку точно так же мы закрепляем. Хоп, и у меня уже появился первый лепесток. Почему нам и нужны вот эти наши четко расчерченные квадратики, уголки? Вот мы закрепили, еще попадаем таким же образом и в нашу серединочку фиксируем. Так, и последний уголочек. Вот наш цветочек готов. Видите? Важно, чтобы ваши и ниточки были крепкие, и как вот пуговичку вы пришиваете с мыслью, чтобы она не оторвалась, точно так, чтобы и ваши буфы не рассыпались и не раскрылись. Нужно это все аккуратненько позакреплять. Вот такая кропотливая ручная работа. И потом мы берем и достаем вот с центра нашу ниточку, завязываем узелочек
И переходим к другому квадратику. Вот. Видите? Это я вам показала, как вот этот вот квадратик стягивается. Вот сейчас я вам покажу. Это вот зафиксировано по центрам. Вот вы видите. А можно то же самое стянуть между собой, не фиксируя наши буфы в центре. По парам. Вот мы стягиваем по одной диагонали между собой. Так, раз. Вот мы стянули. А теперь следующую диагональ нашей вершинки находим и закрепляем. Вот. Оп. И оно стягивается. Ну и, конечно же, контрольно. Нужно обязательно стянуть. Этот способ, он вроде бы как бы и проще, быстрее, но потом сложнее на утюге. Немножко вся эта наша конструкция, она плавает. Вот вы видите, вот она как бы более объемная. А здесь серединка, она держит эти буфы и еще как бы жестче фиксирует наш цветочек, эту всю конструкцию. Вот. Но мы делали и так, и так. Я рекомендую с серединкой. Мне серединкой качество нравится больше. Но если вы хотите, допустим, сделать буфы так, чтобы работала изнанка, то есть это можно буфы и на эту сторону. Они тоже очень красиво смотрятся. Вот изделие сделано на эту сторону. То тогда нужно не закреплять серединку. То есть вот вторым приемом, как я вам показала. Оно все тоже загладится, потому что как бы конструкция самонесущая, она сама себя держит, вот как соты. Поэтому оно выложится, загладится. Вот у вас уже есть отработанные, сделанные буфы. И, соответственно, вы можете уже по ткани с буфами нарисовать вашу выкройку, то есть вашу деталь. И уже потом даете строчку, закрепляете и вырезаете форму вашего кроя. Обязательно нужно давать дополнительно запасы, чтобы у вас потом поместилась ваша выкройка с вашими буфами. Буфы можно создавать на тонких тканях, на шелках, на шифонах, на органзе, на костюмной ткани, ну, на различных. Можно даже создавать на теплых, на пальтовой ткани. Можете это всю красоту делать на любых тканях, но не эластичных, не стрейчевых. Ну, хорошо вот на костюмных тканях, вот как пример перед вами. Друзья, я надеюсь, что вот этот чудесный прием с буфами вас заинтересовал, вдохновил. Эту технику можно использовать в различных изделиях, поэтому творите, пишите комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и до скорых модных встреч. Всего вам доброго, дорогие друзья!